Все, да, вот. Здравствуйте, Савани. Вот благодарю, что вы время выделяли, чтобы сниматься вот в наш YouTube канале молодые спортсмены, давать свой советы, чтобы тренерам всем. И вот Саша Сабаними обращается, вы не удивляйтесь, Саша Сабаними это как на корейском тренер Сабаними. Это наш первый тренер, который на сборную команду нас тренировал. В 2005-2006 азиатские игры мы вместе участвовали, чемпионат мира мы были. Сабаним, коротко наших молодых зрителям познакомить себя, чтобы как вы в спорт попали и какие периоды были, чтобы подробно. Ну, вообще я родился в городе Самарканде, Да. вот, и начал заниматься, как и все, сначала карате, потом тэквондо ИТФ, был инструктором по тэквондо ИТФ первый дан, и в свое время познакомился с мастером, который приехал в наш город, мастером Ю Йон Су из Южной Кореи, и узнал, что такое тэквондо ВТФ. С того момента я решил изучить тэквондо ВТФ, снова одел белый пояс. Да. И с этого началась история города Самарканда, скажем так. Тэквондо, да? Да, самаркандский тэквондо, потому что тогда тэквондо ВТФ уже не было. Был один человек, который развивал тэквондо, но он развивал только частную группу, не популяризировал этот вид спорта. Поэтому очень хорошо развивался тэквондо ИТФ. Но мы решили развивать тэквондо ВТФ, так как узнали, что это очень сильный вид спорта, мощный. Ну, забегая вперед, хочу сказать, что Такмаль, он тоже чемпион мира по тэквондо ИТФ, и мы его забрали оттуда уже, будучи он был готовым спортсменом, но он тоже потом белый пояс одел, и снова тоже начинал изучать. Молодец, он достиг больших результатов. И вот так вот началось мое знакомство, и оттуда... Ну, в тот момент был вот наш хороший спортсмен, вот, например, Паша Хан Павел был, Рашид Ахмедов, Жора, Хуснудин тоже вот был с нами, занимался, Фирган, Абдуахид был, еще наш вот Дилик. Вот они все сейчас основной работают как тренера, да, вот да. они сейчас это нарастают, вот молодые спортсмены, они воспитывают. Вот. Вы сейчас вот современный тэквондо, молодые спортсмены и вот, тренерам, какие советы можете давать, чтобы они вот эту ошибку не делали, чтобы у них тренировка была эффективна? Вот какие можете советы давать сейчас? Ну, вот разговаривая о сегодняшнем тэквондо, конечно, если сравнивать тэквондо старое, оно было намного эффективнее, красивее, потому что раньше это была зрелищность, очень много работы ногами, причем не просто попадание, а должно быть жесткое попадание, хороший звук должен быть, тело должно быть дергаться, и то баллов давали очень мало. Вот. Но с приходом электронной системы судейства, тактика боя современная очень сильно поменялась. Сейчас спортсмены работают в основном на точность, на технику. То есть больше переигрывают, да, по технике, чем на силу. И поэтому для людей, не сведущих в нашем виде, они говорят, что тэквондо стало хуже, что это стал балет, некрасиво. Но я хочу сказать, что это не так. Да. Результат есть результат. Конечно. Да, всегда есть чемпион с чемпионом. Это естественно. Чемпион не обсуждается. Это. А вот вы сами только что сказали, чтобы сейчас спортсмены работают на точность, на технику. Чтобы вы своим ученикам какие тренировки даете, на чего больше фокус делаете, чтобы они на точность, чтобы у них улучшался? Ну вот сейчас на данный момент, да, у меня тоже есть ученики, которые являются чемпионами России, призерами Европы и победители дети Азии и всяких других международных турниров. В первую очередь, что мы отрабатываем, конечно, это личная индивидуальная техника, потому что нельзя давать всем одинаковую технику. Есть высокие, есть маленькие, есть сильные, есть слабые. То есть у каждого свои физические параметры, свои физические данные. И я всегда смотрю, что есть основного у спортсмена. Скорость, растяжка, тайминг, то есть чувство времени, точность попадания. И исходя из этого уже мы развиваем индивидуальную технику. Мы оттачиваем индивидуальную технику. Если это спортсмен, который постоянно атакует, мы развиваем атаку. Если который защищается, контратаку.
Вот, например, который кто плохо атакует, например, вот на электронике, основно что даете, какие удары больше там? Ну да, те, кто плохо атакует, мы отрабатываем, во-первых, это защиту, ну вот как по-нашему, это подочаги. Подочаги, да? Подочаги с задней ноги, с передней, то есть с дальней, Апаль. с ближней, да. Да, апаль, типаль, вот это Да. все. С разворота очень много. Да. И чувство времени, тайминг. Потому что очень важно заставить противника атаковать. Мгм. То есть нужно его обмануть, сделать какое-то обманное движение. Показать ему, что ты собираешься атаковать, на самом деле вытянуть его, ударить. Или показать голову, чтобы он начинал вот, бить и ловить его на этом. То есть все это заключается в индивидуальной технике. Раньше, если я вот помню, мы занимались, все ставили двойки, тройки ставили, да, очень много ударов с развороту. Сейчас с приходом электроники это опасно делать, так как ты, когда выполняешь сложные движения, ты на более дольше времени открываешься. И в этот момент противник, который отрабатывал, он может просто задеть вот эту точку и заработать балл. А тебе придется потом очень много потратить сил, чтобы отобрать этот балл обратно, а потом еще и обогнать. Сейчас очень бой ведется осторожно. Больше похоже на фехтование рапирами, с острыми концами, когда каждое движение неправильно, это смерть. Да, да. Вот у нас сейчас, конечно, вот Да, так. да, да. А еще вот к вам один вопрос. Вот я на этом сейчас больше думаю, больше обсуждаю, хочу уточнить. Вот физиологическая сила и духовная сила. Спорт какую роль играет для вас? Ну, я хочу сказать, что обе эти силы, они должны присутствовать в спортсмене, обязательно. Да. Но физически сильный человек, он всегда становится сильнее и духовно. Потому что, ощущая себя сильным, ты начинаешь чувствовать это. Но я видел, конечно, во время соревнований, когда спортсмен с разбитой ногой, с поломанной ногой, все равно выигрывал бои за счет того, что в нем была очень большая сила духа. Жгучее желание. Да, жгучее желание. Вот, если вспоминая даже вот спортсменов наших, именно узбекистанских, был вот такой спортсмен был, Ахмедов Рашид. Да, да. Это первый у нас призер мира по юниорам. По юниорам. Да. Он прошел 5 боев, и во время 3-го боя, по-моему, он сломал себе ногу в 5 местах. Да. Ему ногу затейпировали, завязали, и дальше он еще дрался. И в финале, конечно, он проиграл тогда Лопесу, не помню какому, не Стивен, Марку Лопесу, да. Он проиграл ему из-за того, что он просто не мог уже, у него была нога сломана в 5 местах. Но он, причем он попадал в голову, он дрался до конца. И сейчас вот Ахмедов Рашид, он тоже находится в России, главный тренер Карачаево-Черкесии. У него все уже там чемпионы, призеры России. Очень такой. Вот он всегда тоже учит своих учеников. Мы часто проводим с ним тренировочный сбор совместный. Он учит, что вот очень важна эта сила духа. Сила духа, она очень важна. Если человек что-то сам не уверен, другие человека уверять тяжело это. Естественно. В первую очередь человек сам должен что-то делать для этого, чтобы уверен, чтобы и потом других может на это доверять. Тогда Сабанев, еще один у меня к вам вопрос, чтобы вот у нас вот много тренеров сейчас стали, вот молодые тренера, да, вот, которые они с нами занимались вместе. Для них вот вы какие советы даете, чтобы тренерам, спортсменам вот бывает общекомандные, да, вот обычная тренировка бывает, начальный, а бывает сборная команда бывает и бывает отдельный личный тренер бывает. С ними вот ученики с тренерами какие должны быть контакты, да, вот у них как дружеский или тренер, спортсмен, какие у них дисциплина должна быть по-вашему? Ну вообще тэквондо, как вы знаете, это переводит тэквондо, это, ну если переводить дословно, путь руки и ноги. Да, путь руки вот. и ноги. То есть удар рукой, удар ногой и путь. Основной главный смысл тэквондо это путь. Что значит путь? Это правильное воспитание. Правильное воспитание. Конечно, между тренером и учеником должны быть отношения глубокого уважения. Да. Я очень вот, ну, как бы видя сейчас, наблюдая, многие мои ученики, они уже являются старшими тренерами. Я их встречаю в разных городах мира. Да. Мы встречаемся на соревнованиях. Вот Да. с тобой постоянно встречаемся. И я вижу, что это уважение у вас есть. Да. Встречая меня, вы всегда говорите с Сабуним. Да. Мне очень приятно.
Потому что вы сами уже, вас там называют. Но всегда, когда я прихожу, вы говорите, это вот мой тренер. И всегда вы ведете возле меня. Вот я часто замечаю, что вот все такие важные, но когда вот возле меня, все начинают чувствовать себя такими же, как раньше. Как раньше, молодец. Начинаете шутить, смеяться, баловаться. И я как будто бы молодею. И вижу вас, вот тех молодых ребят, с которыми я начинал, мне было очень интересно. Мы бегали. Было время, когда мы бегали только в парке. Не было стадиона, были закрыты. Но вот это было самое веселое время, когда Хорошее время, да, конечно. вот, У нас в тот момент было жгучее желание, чтобы выиграть Олимпиаду, чемпионат мира, чтобы у нас мысли только были тренироваться и улучшать свою спортивную форму, да. Иногда вот встречаем просто обидно, да, вот тренер, ученикам, у них иногда бывает тренеры жалуются, иногда спортсмены, вот тренер такой. Ну, такие людям, что бы вы советовали, чтобы такое отношение не испортился, да, чтобы они... Да, это такая встречается проблема, когда ученики перестают контактировать со своим тренером, начинают что-то против него иметь, перестают с ним общаться, здороваться. Я считаю, что это неправильно, потому что всегда между людьми должны стоять, во-первых, это человеческие отношения. Должно быть уважение к тому человеку, который тебе что-то дал когда-то. То есть научил тебя бить, научил тебя стоять. Да. Вот, может быть, ты занимался другим видом спорта, но все равно и перешел на этот спорт, но все равно отношения должны оставаться человеческими, как между учеником и учителем. Вот молодые спортсмены, я чуть на узбекском тоже расскажу, чтобы mana sizlar suhbatni kuzatib boryapsizlar. Hozir mana shu trener bilan sportchilarning orasidagi muammolar va sportda nimalar qilish kerak shular haqida suhbatlashib o'tdik. Albatta trenerlarni har qanaqa holatda hurmat qilib, ular bilan ora ajralib, agar tushunmovchilik bo'lgan holatda ham yaxshi holatda qolish kerak. Har doim inson bir-birini ko'rganda tabassum qilib, xursandchilik bilan ko'rish kerak. Nimagaki bu vaqtlar g'animat, trener deganda, ustoz deganda, lekin ustoz bu bir narsani o'rgatdi insonga. Bir narsani erishiga sababchi bo'ldi. O'shaning uchun har doim trenerlarni hurmat qilinglar и o'zlaringiz sutlaringni ko'proq ochinglar. Sabayin, что вам тоже благодарим. Мы в следующий раз вас с командой приглашаем, чтобы побольше мы совместно сборы здесь проводили, опытом обменивались, чтобы обменивались. Обязательно желаем, чтобы вашим ученикам тоже, вашей карьере тоже, чтобы участвовали в Олимпиаде, чтобы выиграли олимпийский медаль. И нам тоже Бог дал, чтобы олимпийский медаль обязательно. Чтобы вам желаю всего хорошего. Спасибо на это.